Приветствуем, уважаемые друзья и подписчики нашего канала. Как по-вашему, может ли китайский компакт-кар быть дерзким по дизайну? Может, причем хорошо может. Сегодня мы будем разбирать MG3 от SAIC, и он по-своему хорош. Маленький, быстрый, с приятным глазу дизайном. Производится автомобиль частично в Китае и частично в Британии, а именно дизайн этой модели первый цепляет взгляд. Не будем тянуть китайца за рис и перейдем к обзору прямо сейчас. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки MG. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Передок машины весьма обтекаемый, с явным уклоном вниз, как у спорткаров прошлого поколения. Учитывая, что этот компакт-кар закос под гоночный сегмент весьма мило смотрится. Бампер в меру массивен и агрессивен, внутри него виднеется V-образный вырез, в котором размещена решетка радиатора. Это действительно смотрится аккуратно, нестандартно и эстетично для такой маленькой машины. Фары глазастые, не сказать чтобы маленькие, но и небольшие. Общая компоновка передка весьма удачно вышла. На решетке базируется логотип компании. Внизу бампера есть декоративная решетка, а по бокам расположились воздухозаборные ложементы с сеткой. Боковая часть не особо примечательна. Общую картину разбавляют двухцветные вставки ближе к порогам. Между окнами и ручками боковых дверей идет выступающая линия. Визуально она хоть как-то прибавляет интерес к дизайну. Задняя часть более удачно сконфигурирована. Первое, что бросается в глаза, это оптика. Она расположилась не в горизонтальной плоскости, как почти у всех китайских автомобилей, а в вертикальной. Сами фонари большие и каплевидные, но при этом угловатые. Стильная крышка багажника немного углублена внутрь задней части, что визуально очень хорошо смотрится. Бампер довольно большой, по бокам в нижних углах декоративные ложементы с решетками. В самом низу посередине дублирующий стопорный огонь. Переходим в салон. Несмотря на общую простоту, внутреннее оформление смотрится не менее эффектно, чем экстерьер. При его создании дизайнеры MG отталкивались от темы вытянутых овалов, которые находят свое отражение в дефлекторах воздуховодов, блоке мультимедиа и управления климатом. Качество материалов и подгонка элементов друг к другу не вызывает нареканий, даже в случае пристального осмотра. Более того, не вызывает вопрос и такой сложный элемент, как выдержка шага строчки на сиденьях, ручки КПП и обивки рулевого колеса. Рабочее место водителя представлено удобным трехспицевым мультифункциональным рулевым колесом и интересной приборной панелью, за которую создателям отдельное спасибо. Да, она лишена каких-либо изысков, но это не мешает ей быть стильной, современной и хорошо читаемой. Пару слов хочется сказать о сдвижном бардачке, расположенном в верхней части центрального торпеда. В нем нашлось место не только для разъемов USB и AUX, но и специальной точки крепления навигатора. По центру торпеда расположился экран мультимедиа, и прямо под ней небольшой, но информативный и удобный в использовании блок управления климатом. Китайский псевдокроссовер MG все-таки может похвастаться немного увеличенным клиренсом 164 мм, достаточно высокой посадкой и приличной обзорностью. В длину он растянулся на 4055 мм, в ширину на 1729 мм, а в высоту на 1521 мм. Колесная база 2520 мм. Подвеска представлена спереди стойками Макферсон, сзади торсионной балкой. 116 лошадок спрятаны под капотом. Там же находится и 1,5-литровый движок с максимумом крутящего момента 150 Нм. Работает он в паре с пятиступенчатой механикой, хотя также предусмотрен вариант автоматики. Разработчики не постеснялись включить в комплектацию ABS и EBD, систему помощи при торможении, подушки безопасности для водителя и пассажиров. В потреблении топлива китаец оказался более чем экономичным – 6 литров на сотню в смешанном режиме. По цене миниатюрный кросс обойдется в 8000 евро. А на этом у нас все, и мы отправляемся искать для вас новый предмет обзора. До связи в следующих выпусках и спасибо за внимание.
Также прошу вас подписаться и поставить лайк.